В этом видео я рекламирую сервис GoTranscript, который занимается всевозможными переводами и созданием субтитров из одной кучи языков на другую. Сервис очень быстро вернет вам готовый результат в нужном формате. Достаточно будет просто запихнуть их на ютубчик, и тадам, все красиво и филигранно. Так что если кому-то вдруг понадобится быстро что-то перевести или подготовить субтитры, то в описании будет ссылка на сервис. Здоровеньки булы! Сегодня мы поговорим на тему критики и попутно посмотрим на то, как я рисую камишку. Но перед началом небольшой спич про воровство акков. Я понимаю, что уже поднимала эту тему в отдельном видосе и что не все готовы его слушать, так что тема критики начинается вот на этой минуте. Мне недавно написала девушка, захереть можно каким количеством подписоты и просмотрами, но не суть. Мы говорили на тему того, что ей тоже писал этот подозрительный чел из моего видоса про то, как у нее тоже чуть не украли канал и что тот парень тоже предлагал сделать интро. И как оказалось, этот хрен провел огромное количество людей, и в том числе очень хороших художников, за которых мне особенно обидно. В общем, я это все к тому, что если меня смотрят люди, ведущие свои каналы, а как оказалось, меня знает чуть больше человек, чем я предполагала, то нам известны две темы его разводов. Первая – это «я сделала интро». Обычно это закрытый аккаунт с пони на аватарке, который предлагает скачать интро с Яндекс.Диска и говорит, что у нее Linux и антивирусник не ругается, хотя у вас он, конечно же, ругается. Либо второй вариант. Чел представляется рекламодателем сервиса облачного гейминга. Говорит, что хочет купить у вас рекламу и дает ссылку на довольно привлекательный сайт, на котором есть ссылка для скачивания. Ты качаешь туда приложение, как бы на обзор, открываешь его и все твои почты слиты. Короче говоря, учитывая все вышесказанное и подводя небольшие итоги, не доверяйте людям. Любые подарки или услуги от чистого сердца не влекут за собой ничего хорошего. Не открывайте никакие ссылки с писем и всегда просите загружать контент на проверенные площадки. Например, видео можно загрузить на YouTube с закрытым доступом или прямо в ВК, а с картинками все еще проще. Не соглашайтесь на предложения рекламодателей, которые явно выглядят солиднее, чем вы. Если у вас меньше 100 тысяч просмотров на видосах, то какой нахрен сервис облачного гейминга? Да и дело далеко не только в этом. Всегда проверяйте перед тем, как что-то скачивать. Например, можно было бы поискать другие рекламные кампании этого сервиса, и то лучше всегда относитесь ко всему подобному с легким недоверием. И я держу кулачки, чтобы и у вас, и у меня все было хорошо. Тому челу желаю убиться об стол. И простите за долгое вступление, мы начинаем тему критики. На самом деле я довольно длительный период не могла сформировать свое окончательное мнение на этот счет, ведь тема довольно размытая и многогранная. Кто-то говорит, что диванных критиков нужно посылать лесом, кто-то, что с ее существованием нужно просто смириться и не обращать внимания, ведь угодить всем невозможно. Кто-то говорит пытаться прислушиваться, и да, во всем есть доля истины. Что же думаю я? Критика – это очень полезно, и я благодарна за ваши старания. Да, ладно, вы пришли на мой канал, так что сейчас буду затирать вам свое мнение. Я считаю, что критика это правда хорошо, и к ней нужно прислушиваться. Хоть к суперконструктивной критике, где тебе расписывают трактат на тему того, насколько, где именно и почему рука на твоем арте отстой. Хоть к ёпта бля рисунок нормичный, рука вообще трындос жопа рисовала, а лечу ли хуем мою анатомия сосад. Да, возможно многие из вас не согласятся со мной, но если чё, выход везде. Да, я считаю даже размытые оскорбительные комментарии критикой. Никто не обязан вам расписывать трактаты с максимально лояльной речью, конструктивизмом и примерами, стараться угодить или что-то подобное. Исправление своих ошибок – это в первую очередь ваш собственный интерес, и не пользоваться тем, что есть, лишь замедлит ваш процесс развития, ведь вы сами не можете обнаружить свои ошибки и игнорируете людей, агрессивно тыкающих вас в них носом. Вот представьте, листая бесконечные потоки постов, наткнувшись на ваш рисунок, человек не поленился, зашел в комментарии, запарился, чтобы облить ваш рисунок помоями и пойти листать ленту дальше. Разве это не повод дать его мнению шанс?
Нога какая-то отстойная, пальцы убогие, лол, художник вообще не умеет рисовать локти. Очень обидно читать такие комменты, не спорю. Каждый как ножом по сердцу. Ну, как я и говорила, никто не обязан вам преподносить критику на блюдечке с золотой каемочкой. Люди, которые так считают и предпочитают игнорировать любые проявления критики, кроме откровенного вылизывания... Кроме нахваливания с небольшой присыпкой пожеланий, вы посмотрите вокруг. Мир – жестокое место, где никто никому ничего не должен, и люди вокруг полностью ему соответствуют. Так почему бы не выжать максимум выгоды из ситуации, что людям просто нравится говнить работы других? Конечно, я не совсем сумасшедшая, и уж точно не стоит заглядывать таким горе-критикам в рот. Если вам написали супер крутую подробную критику, ей точно нужно уделить внимание. Но к комментам, о которых мы сейчас с вами говорим, нужно относиться более выборочно-накопительно. Если под вашим рисунком затесался один левый чел с предъявами, то как бы выход где? Правильно, везде. Но если таких горе-критиков набирается несколько с предъявами к чему-то конкретному, например, к правой ступне, то как бы, думаю, стоит задуматься, может ваша ступня действительно отстой. Опять же, любая критика – это не повод расстраиваться, переставать рисовать, идти переделывать законченный рисунок или в дальнейшем избегать этого проблемного куска. Просто в следующий раз стоит уделить немного больше внимания проблеме, и этого будет вполне достаточно. Еще хочу уточнить, что агрессивные, полуразмытые, обидные комменты тоже делятся на бесполезный мусор и чуть менее бесполезный мусор, о котором мы сейчас говорили. Как отличить? Коммент должен набежать не вас, а ваш рисунок, это первое. И второе, должен нести в себе хоть немного уточнения, а не оскорблять рисунок в целом. Примеры. Автор лох. Плохо. Лапа кота лох. Пойдет. Рисунок отстой. Плохо. Палец левой ноги право, птеродактиля слева от 12-перстной кишки. Чувак, тут просто кот на рисунке, так что сходи проверься, но тоже пойдет. Комментам, которые идут в топку, отправляем анатомия кривая, тут что-то не так, автор даун, и туда же отправляем, когда явную стилизацию обзывают кривизной анатомией. Но не путать такую стилизацию, которую можно осудить за рот не в том месте, нереалистичные пропорции, с такой стилизацией, где до стилизации еще класса 3 средней школы как минимум. Вторым типом отстойных комментов идут комменты, к которым можно прислушаться, если не впадлу. А так можно забить хрен и делитнуть. Например, светотень на персе отстой, трава на траву не похожа, складки на свитере какие-то нереалистичные. Типа, скорее всего, эти предъявы действительно имеют под собой вес. Но для решения этих проблем нужно довольно долгий срок посидеть над туториалами. Так что, если вы хотите прогресснуть, то можете запариться и прислушаться к этим комментам, которые могут дать вам хотя бы вектор развития, чтобы не хвататься за все подряд. Цветотень? Иду учить цветотень. Перспектива? Ну хрен с ним, у меня же есть запасные нервы на полочке, пойду учить ее. Предупреждение, без запасных нервов пытаться разбираться в перспективе крайне не советую. И третий вид отстойных комментов, а вы не забывайте, что мы разбираем сейчас лучшее из худшего, так что не ждите тут слова «конструктивность». Самые полезные из неполезных комментов я озвучила в первой половине видео. К ним относятся более точные указания на то, почему вы отстой. Кривые пальцы, вывернутые ладони, слишком длинные руки, длинная шея и остальные указания, для исправления которых не нужно читать половину учебника по рисованию всего. Хотя если бы он существовал, жизнь была бы проще, но не суть. Достаточно загуглить один какой-нибудь маленький туториал или набрать референсов перед рисованием. В общем, подводим итоги. Конструктивные критические комменты со всякими редлайнами, которые указывают на ваши ошибки, и прикрепленными туториалами – это классно. Комменты, в которых вас обсирают, но все еще указывают на ошибки, более обидно, но тоже пойдет. Комменты, где просто обсирают вас или ваше творчество, не претендуя даже на минимальную конкретику, идут в топку. Можете их игнорить ради активности, или делетить и кидать в бан, тут уже зависит от ваших нервишек. Таково мое мнение по поводу критики. У вас оно может быть другим, для этого и существуют комментарии, в которых вы можете покритиковать мое мнение или согласиться с ним. Также вы можете поставить лайк или дизлайк соответственно и прогуляться в мою группу в ВК. Также есть инста с моими рисуночками и смешными сторисами. Иногда, как получится.
Спасибо за ваше внимание, с вами была Илониана. Еще услышимся!